Какие картины рисует ваше воображение, когда вы слышите слово «Анды»? Красные высокогорные пустыни, заснеженные вершины, удивительный животный и растительный мир. Что же, все это и много больше и есть Анды. Чтобы подобраться поближе к Андам, мы приехали в город Мендоса, расположенный у подножия Анд и знаменитый своими винодельнями, одними из лучших в мире. Для того, чтобы начать знакомство с Андами, мы приехали в город Мендоса, который находится как раз у подножия Анд. Сейчас мы отправляемся в небольшой трекинг, чтобы организм привык сначала к небольшим высотам. В общем, пошли. Анды – самая длинная горная цепь в мире, протянувшаяся более чем на 7000 километров. Она охватывает несколько стран – Венесуэлу, Колумбию, Эквадор, Перу, Боливию, Чили и Аргентину. Вот и начинается дорога в Анды через такой мост. Это небольшая тропа, мы не должны подняться высоко. Но я думаю, будет очень красиво, уже очень красиво, свежо. Виды просто вообще. На верхушках еще снег лежит. Очень много норок здесь в горах. Кто-то живет там, какие-то грызуны, наверное. Вид, конечно, потрясающий. Сейчас мы вышли из ущелья, по которому шли, и идем уже в сторону гор. В этом путешествии мы увидим лишь малую часть этой горной цепи. Но побывать здесь для меня уже большое достижение, которое всего пару лет назад, до приезда в Южную Америку, мне казалось настолько далеким и нереальным, что я об этом даже не мечтала. Здесь уже начинаются более серьезные горы, как каменная порода. Тут временами дорога меняется, вот сейчас придется идти прямо по реке. Небольшая речушка, надеюсь, ноги не вымочу. Природа в Андах богата и разнообразна. От тропических лесов в низинах до высокогорных пустынь и ледников на возвышенностях. Многие виды растений и животных в этой местности эндемики, то есть встречаются только здесь. Ну что же, мы добрались до водопада, к которому шли. Называется он Каскада де лос Беррос. Мы дошли до конечной точки маршрута. Это вот этот водопад, который сейчас практически пересохший полностью. Вот там, где я стою, уже там небольшая речка идет от водопада, но тут, где я стою, буквально несколько метров, и все. Здесь уже воды нет. Уже все высохло. Но виды, конечно, очень красивые по дороге. Просто замечательные. Горы, Анды. Очень величественные горы. Невероятно красиво. Что же, мы вернулись обратно к тому месту, откуда начался наш поход в горы. Вот этот мост, там оказывается водоем, река идет наверху. Здесь видно, немного протекает.
Город Мендоса расположен у восточного подножия Анд, чем привлекает многих туристов и любителей активного отдыха. Большинство аргентинского вина производится в Мендосе. Засушливый климат и плодородная почва региона способствуют выращиванию винограда и производству вина. В провинции Мендоса более 1000 виноделин, которые можно посетить и продегустировать их вина. Вышли пройтись по городу Мендоса, поискали туры, которые везут повыше в горы, и, к сожалению, не учли один фактор – это погода. Погода в горах будет намного холоднее, чем здесь. Здесь у нас сейчас плюс 30 практически, а в горах будет минус 3, то есть прям серьезный перепад температуры. Я думала, будет разница где-то в 20 градусов примерно хотя бы, то есть плюс 10, но там будет минус 3, что это прям вообще… В общем, будем думать, что делать. А на завтра туры вообще отменили, сказали, будет сильный ветер. Опасно ехать. Будем искать, куда можно будет поехать в горы. Пока мы зашли в галерею, здесь выставка современного искусства. Вход бесплатный, посмотрим, что здесь интересно. Мы посетили еще один музей здесь, в Мендосе. Очень красивое здание, историческое, все сохранено. Здесь такой ремонт хороший, все в хорошем состоянии. Очень красиво. В Мендосе много парков и зеленых зон. Самый большой парк – Сан-Мартин с пешеходными дорожками, озером и красивыми пейзажами. Мендоса очень приятный город. Здесь не так много высотных домов, много деревьев растет. Несмотря на то, что здесь, очевидно, жаркий климат, но здесь есть своя система орошения, поэтому деревья очень хорошо растут. Мало машин, хороший воздух и рядом природа. Очень близко горы, прям только горы заканчиваются, уже сразу горы начинаются, поэтому очень классное место, конечно. Итак, в общем, мы подумали, что нам делать по поводу экскурсии, Я хотела вообще посетить здесь эту самую высокую вершину в Андах, Аконкагуа, если я правильно ставлю ударение. Но туда добраться самостоятельно проблематично, и проще всего туда взять тур. Но мы посмотрели погоду, и там действительно всегда минусовая температура сейчас весной в этот период времени, пока мы здесь, поэтому решили пока, наверное, отложим. Но могу показать, какие здесь цены на туры. Это вчера, которые нам дали листовочки, бумажки. Сейчас курс доллара примерно округлим до 1000 песо. То есть вот это вот самая высокая вершина, которая меня интересовала, Аконкагуа. И много мест еще посетить по дороге стоит 17 500, если наличными платить. То есть где-то $17. А если платить с другими способами оплаты, банковским переводом на карту или просто картой оплатить, то будет дороже, потому что там налог. Я нашла самую дорогую, это вот это парапенты, наверное, это параплан, там вот стоит 125 тысяч, если наличными платить. Так поняла, что это полет. А в целом все остальное стоит достаточно нормальных денег. Пришли в музей, который должен работать, по идее, но он закрыт. Здесь на двери написали, что музей будет закрыт из-за ветра.
прогнозу этот ветер, из-за которого экскурсии даже на сегодня некоторые отменили. И музей тоже закрыт. Но ветра никакого нет. Прям очень слабенький. Вообще, можно сказать, отсутствует. Ну, бывает такое часто по прогнозу, что-то есть, а на самом деле нет. Также здесь развалины рядом есть, можно посмотреть рядом с тем музеем. Позже начался обещанный ветер. Деревья все крутятся, летают. Все в мусоре и в листиках от деревьев. И вот еще один музей, в который мы хотели пойти, но он тоже закрыт, видимо, из погодных условий. А на улице так, только некоторые туристы гуляют, а в основном пустынно. Ветер усилился, временами такие очень сильные порывы ветра, на улицах почти никого нет, ни машин, ни людей. Сейчас спробуем вызвать такси, чтобы уехать домой. Пока безуспешно. Sí, it's typical for this area. It's very speed, very dust with. Сейчас нас до магазина довез таксист, и он нам сказал, долго в магазине не находитесь, сразу идите домой, потому что сейчас опасные погодные условия, ветер на улице, называется зонда, продлится он до завтрашнего дня, до обеда примерно, это по прогнозу. Вообще, я пришла домой, посмотрела новости, оказывается, оранжевый уровень опасности, на улицу даже вообще желательно не выходить. И вообще рестораны не работают, ничего не работает, только торговые центры большие работают, там магазины. Вот, а так нужно сидеть дома. Это получается у нас суббота и воскресенье, вот такие опасные условия. Ну что поделать, в горах нужно считаться с погодой. Ветер у нас не на шутку разыгрался, так стучит по окнам. Но вроде дом у нас надежный, крепкий, потолки деревянные. Свет отключился еще, фонариком подсвечиваем. Наверное, авария какая-то случилась, может, на проводах. Зонда – это сильный знойный сухой ветер. Он относится к группе ветров, спускающихся с гребня высоких гор в долину или равнину. Ветер зонда означает атмосферную сухость и повышение температуры в низинах, но на вершинах гор при этом выпадает снег. Нам довелось наблюдать порывы ветра до 90 км в час, а воздух был настолько сухим, что мне было больно дышать, и глаза приходилось дополнительно увлажнять каплями для глаз. Ночка вчера была та еще, очень сильный ветер этот зонда, вообще так стекла думали, что выбьет прям до утра, колотил. И на улице тоже сейчас видим последствия, очень много деревьев попадало, ветки кругом. Ну, для всех это такое здесь будничное, как будто кто-то просто подлетает, коммунальщики там работают, тракторами разгребают эти деревья. Но сегодня тоже обещали этот ветер, но уже не такой сильный, как он был вчера в субботу. Мендоза – это еще и винный центр Аргентины, винная столица. Большинство аргентинского вина производится именно в этом регионе. Сегодня мы собираемся отправиться на винодельню, на которую уже заранее, заблаговременно забронировали тур. У нас немного просадка по транспорту, видимо, из-за того, что вот эти ветры и такси очень мало в городе. Сейчас сидим, ждем электричку, или это трамвай здесь называется. Пришли на станцию, но станция оказалась закрыта, то есть мы даже не знаем, как билет на нее купить. У нас есть карточка, это транспортная Суба, но мы не знаем тоже, сколько на ней денег. Хотя думали, на станцию придем, здесь закинем, но тоже непонятно, как сможем вообще уехать или нет. Итак, нам удалось сесть в трамвай, поехали все-таки на винодельню. Хорошо, что у нас все получилось.
мы добрались до винодельни, но мы опоздали на 2 часа, поэтому неизвестно, у нас будет экскурсия или нет. У нас там небольшие дела возникли, поэтому пришлось задержаться. Сейчас пока ждем, что нам скажут. We will first start with the eyes, so we will see the colors of the wine. You can see it's purplish. 60% del periodo de guarda va en roble americano y 40% en roble francés. Sì, perché aquí en Argentina y Chile y poco. Попробовали несколько видов вина, и вот это вот мое самое любимое. Это самое любимое из этой винодельни, оказалось, как шампанское. And for a longer time for a red wine, right? After this is done, we get tannin and color in the wine. And we don't usually do things like this. Okay. Винодельня небольшая, но девушка-гид сказала нам, что они там делают только премиум винам, все очень хорошего качества. Работают, в общем, на качество, а не на количество. Очень интересное такое место, но экскурсия была короткой, небольшой. Попробовали мы 3 вида вина, и мне больше всего понравилось игристое вино, оно такое действительно интересное, сладенькое. Вот. Остальные вина, ну, я тоже не прям такой ценитель вин, конечно, но тоже были приятные. Там еще у них ресторан был при этой винодельне, но там не было мест свободных, там настолько все занято, хотя цены там выше среднего. А теперь будем стараться уехать отсюда, из этих мест. Ветер сегодня тоже есть, но не такой сильный, как вчера, но все равно хорошо, что мы остались в городе на всякий случай. Пока ждем свой Uber, доехать куда-то, чтобы поесть. Ну что, закончился этот страшный ветер зонда, и стало резко холодно. Где-то до плюс 10 сразу опустилась температура, с утра так было. Днем должен прогреться воздух до плюс 18, но все равно прохладно, и ветер такой совсем другой стал, прохладненький. Не такой, как вообще. Вчера было плюс 30 где-то, может даже выше. Приехали в горы, в природный заповедник, а тут, оказывается, пожары. Сказали, небезопасно и уезжать отсюда. Отсюда с горы видно, как там еще тлеет огонь, небольшой дым идет. Вообще там прям все выгорело вот в этой области. Хотели пойти в природный заповедник, который здесь же в Андах, но не получилось. Вот из-за пожаров сказали, там небезопасно. Поэтому отправляемся в экопарк. Это парк, который находится прям в Андах, у подножия Анд, и идет он прямо до центра города Мендоса. Похоже, мы дошли до верхушки, до смотровой, самой высокой. Достаточно крутой подъем, но дорога достаточно хорошо сделанная, асфальтная, идти удобно. На подъеме на смотровой вот такие различные памятные таблички с памятными датами. Очень познавательно идешь, читаешь. Итак, мы поднялись на самую высокую точку парка генерала Сан-Мартино. Здесь вот написано, наша высота 980 метров над уровнем моря. Здесь очень большая автомобильная свалка. Мы поднялись к памятнику большому. Мы, кстати, были еще в Буэнос-Айресе в мастерской музея этого скульптора, но наблюдать этот огромный памятник вживую вообще другое впечатление. Очень масштабный и большой проект, очень красиво смотрится. Знаменитый андский голубь. Голуби почти везде выглядят одинаково.
С этой стороны тоже пожар виднеется, дым. А мы потихоньку спускаемся вниз по такой дорожке. Вид, конечно, просто потрясающий. Такой прекрасный вид на город открывается отсюда. Мендоса. Спустились с горы, и здесь неожиданно верблюды. Они очень хорошо охраняются, прям забор такой, колючая проволока, и внутри верблюды. Интересно, так отгородили верблюдов от посторонних глаз. Сетку еще добавили. Здесь колючка, наверху колючка. Вот они там лежат, эти верблюды, отдыхают. Кто-то их, видимо, здесь начал разводить. А вот так это выглядит со стороны. Сижу здесь, снимаю верблюда. Кому-то на балкон приземлился орел. У нас сейчас 7 утра, и мы вообще думали, что нам делать. Последний день у нас остался здесь, в Мендосе, и решили все-таки поехать в горы, высокие горы, в которых будет холодно. Но сейчас у нас в городе +8 температура, но вообще нормально, достаточно терпимо. Это примерно как если сравнивать с Буэнос-Айресом, как +16 по ощущениям так. То есть вообще в толстовке и в сверху джинсовой курточке вполне нормально. Надеюсь, что в горах тоже будет тепло. Ну, очень хотелось посмотреть эту вершину Аконкагуа. Она самая высокая вершина вообще в Андах, вообще по всей Южной Америке. А тур купили вчера вот здесь, в центре города, на пешеходной улице. Так выглядит название этой конторы. Даже отсюда, с центральной улицы, уже видно горы. Но мы поедем прям к самой вершине, на смотровую площадку для этой вершины. Приехал за нами наш микроавтобус. Вчера мы у девушки, главный последний вопрос, который задали, уже когда заплатили деньги, покажите нам, какая будет машина, какой микроавтобус. И она показала какой-то старинный Рено, и мы такие, я такая вообще в шоке, нет, я на этом не поеду, дорога опасная. Но в итоге приехал новый комфортный Форд. Первая остановка нашей экскурсии вот на этом водохранилище. Сейчас, видимо, спустили воду. Кораблики там. Это наш микроавтобус. Еще автобус приехал с туристами. То есть вот так это примерно выглядит. Нас будет очень много, просто остановки на каких-то местах. Все будем выходить и фотографироваться. Еще 2 автобуса приехали за пару минут буквально. Но сказали, сейчас повезут еще на завтрак, поедим где-то в кафешке, кофе хотя бы попьем, потому что очень хочется спать. Мы проснулись в 5 утра. В Андах находятся одни из самых высоких вершин в мире. Самая высокая, Аконкагуа, является самой высокой горой в южном и западном полушарии. Вершина Аконкагуа достигает высоты 6960 метров. У нас остановка в придорожном кафе. Это такое место, куда всех туристов свозят. Все автобусы здесь остановились, те же, кто до этого фотографировался у водохранилища. Но кофе здесь просто отвратительный. Это, мне кажется, это даже не кофе. И медиалуна тоже, она прям безвкусная. Это просто тесто, в котором ни сахара, ни вкуса. То есть это заведение не работает на качество. Они просто знают, что им привезут эти автобусы туристов, и им лишь бы продать. Вот так называется это заведение, куда всех туристов привозят. Здесь невкусно. Такой пейзаж. Тополя растут. Son muy pocas las empresas autorizadas a... Вот мы и доехали до высоких Анд. Здесь лежит снег, прохладненько так, но в принципе терпимо. Где-то -1 говорили, но по ощущениям нет, это не минус, не морозно. Нормально пока.
Теплые свитера продают, если не подготовились к поездке. От самой Мендосы тянется сюда железная дорога. Местами она, конечно, разбитая, разобранная, но здесь она в хорошем состоянии. Очень живописное место, но вот именно где вот эта достопримечательность, там очень сильно ветер дует. А снег здесь прям рядом. Снег и одуванчики. Очень красиво. Я вообще очень давно снег не видела. Ух, мокрый такой, хорошо лепится. Здесь, где повыше, ветер не такой сильный, а если спуститься ниже, ближе к этому строению, то прям очень сильный ветер оттуда откуда-то задувает, очень холодный. Ну и, конечно, кто-то должен быть в шортах в такую погоду, потому что это Аргентина. Поселение здесь небольшое, но у них есть почта, музей даже. Детская площадка. И это местный домик из натурального камня. И печь снаружи стоит. Но в таких домах должно быть тепло достаточно. Снег тает, так все течет, капает. Очень интересное зрелище, такая привычная более весна. Здесь продают различные сувениры из местной глины, посуда. Также различные камни. Вот мы и добрались до нашей конечной точки нашего маршрута. Вот там вдали, в облаках, и есть самая высокая вершина Анд, Аконкагуа. Очень красивые виды, но очень холодно. Здесь прям чувствуется минус. В общем, сфотографировались и побежали обратно в нашу маршруточку. Вот она хорошая, теплая, ждет нас. Так, мы прибыли в конечный населенный пункт Аргентины на этом маршруте. Вот это с этой стороны Аргентина. А дальше в той стороне уже Чили, за этими горами. Мы сейчас вышли в этом конечном пункте, и там оказался действительно минус, очень холодно, и мы решили всех подождать в маршруточке в теплой. Привезли нас на обед вот в этот ресторанчик. Рейтинг у него не очень, но все было очень вкусно. На выходе дежурит вот такой петель. Очень красиво. Ресторанчик этот находится в городке Успашата. Это последняя точка нашего маршрута. Уже отсюда мы отправляемся прямиком к Мендосу, откуда и приехали. Немного странное остается чувство после этого путешествия, после этого тура, потому что мы вроде были так высоко в горах, а ноги вообще не устали, как-то немного непонятно, как будто что-то не доделали. Но все-таки в нашем случае у нас не было зимней одежды, это был и самый оптимальный для нас вариант, потому что там действительно холодно и нужно туда ехать более подготовленными, если на более долгий срок, хотя бы погулять там как-то. Но главное, что мы все это посмотрели, это было действительно очень красиво, оно того стоило, природа шикарная. Анды – это потрясающие пейзажи, богатое культурное и экологическое наследие. Они продолжают оставаться источником восхищения для ученых и притягивают искателей приключений и путешественников со всего мира.